Нові перфоратори, Bluetooth. Це вже було на відео, Серега, не можна повторяти. Блін, Bluetooth перфоратор. да. Можно я пока в теннис поиграю? Можна. Спасибо. Ніколаївич, як справа? Нормально. Малярить буде. И мы працюємо. Я Коля погуляла. А що знімаєте, прийшов? Немецкие фильмы. Двойное проникновение. Так, сегодня видео будет о инструменте. Как мы продаем старый инструмент, когда мы покупаем новый инструмент. Я думаю, эта тема интересует многих. Давайте разбираться. Смотрите, есть инструмент новый гарантийный. Он покупается у Hilti. Ну, я сейчас говорю о нас конкретно, да. Может, вы покупаете где-то у DeWalt, Milwaukee, Makita, Hitachi и так далее. Мы покупаем новый инструмент в Hilti и работаем 2 года без особых сложностей. Без особых сложностей в плане ремонта, потому что мы на это не тратим деньги. У такого инструмента 2 года без ограничений, без наработки часов. Но когда этот срок заканчивается, конечно, мы стараемся с этим инструментом попрощаться. Почему? Да потому что это как с автомобилями. Пока он новый, он не приносит сложностей никаких в дороге. Он возит вас без проблем, вы не останавливаетесь ни планово, вы только заправляетесь и, ну, естественно, делаете какой-то плановый сервис, но это плановый сервис, а не... У нас есть постоянный список инструмента, который не гарантийный и который мы выставляем на продажу. Как мы его продаем? Ну, во-первых, есть родственники, кумовья, друзья, просто знакомые, незнакомые, которые знают о том, что мы продаем инструмент. Есть всякие OLX, Facebook и так далее. Старый инструмент продается по достаточно простой схеме. У нас есть цена прайсовая на Hilti инструмента, ну, например, это гривна. Есть наша входная цена, с учетом всех скидок и так далее. Ну, например, это 70 копеек. И есть продажная цена этого БУ инструмента, который абсолютно рабочий. Он может быть даже обслужен в Hilti, но при этом гарантии у него не будет. Ну, например, 35 копеек. И вот тут вопрос. Если у вас есть потребность в этом инструменте не постоянная, а ситуативная, то у вас этот инструмент прослужит еще годы, а возможно и десятки лет. Если у вас нагрузка есть ежедневная, многочасовая, конечно, вам нужен новый инструмент. Про новый инструмент поговорим чуть позже, а про старый, ну, про старый мы уже все рассказали. Покажу вам очередную нашу тайну. У нас есть еще один склад. Инструмента на этом складе нет, на нем именно расходник, но он весь новый, и он заполняет пропуски, вот когда у нас буры выходят из строя, или коронки выходят из строя. Кладовщик берет новое, приносит на полочку и ложит. Мы не ездим на Hilti за расходником каждый день. Правильно, склад и должен быть закрытый. Ждем ключ. Що ви тут хочете? Дякую. Вот такие вещи всегда у нас лежат на складе, причем по всем размерам. В количестве необходимом нам минимум на полгода. Но по некоторым позициям, как отрезные круги, как коронки, мы готовы на года 2 автономной работы. Друзья, вы в комментариях пишите о каких-то люфтах, на станинах, на каретках. Ну вот эти каретки, которые ждут своей участи, они будут отданы Hilti по утилизации в обмен на новую каретку за дополнительную скидку. Точно так же мы сделаем с DD500, точно так же мы сделаем с бензорезами, точно так же мы сделаем с DCH300. И здесь целый ряд инструмента, который ждет своей очереди на утилизацию. Ремонтировать его уже не интересно. Там целый букет того, что надо выполнить для ремонта. И стоимость ремонта не совсем адекватна. Поэтому, слушайте, а давайте так и сделаем. Сегодня возьмем инструмент, соберем машину. Поедем на Hilti. Отдадим старый. Купим новый. Вах, отличная мысль, поехали! Мы серьезно подготовились к этому моменту и теперь готовы ехать. Анатолий, погнали!
Кстати, вы знаете, что мы начали монтировать ту систему вентиляции, которую мы сняли у Хилти? Мы вообще за эту повторную переработку топим изо всех сил. Пошли покажу. Пока Анатолич заводит, прогревает автомобиль. Третий этаж. Святая святых ходить. Они там. Я слышу шум, это термиты? Хуже. Это эти люди. Так смотри, у нас одна магистраль уже смонтирована. Это подача холода и тепла в офисы. Это очень важный момент. Шеф, а почему ребята привязаны? Так это ж техника безопасности. А. Хлопці, хто з вас Серега? Серега, а ти як думаєш, хто з них Серега? Вони. Да, и всегда сзади заходит. Хилти вещи делают. Друзья, мы это, как в церкви. Святая святых Хилти. Шоурум. Раньше назывался Хилти Центр, сейчас шоурум. Здесь можно купить какие-то новые инструменты. Какие-то, я имею в виду, какие вам нужно, такие можно купить, потому что здесь есть все, абсолютно. По мелким и средним инструментам и расходникам, я думаю, в любой момент можно прийти и здесь купить. Если речь о крупном инструменте, тогда это другая тема. Тогда надо звонить менеджеру, заказывать его приезд на объект. Мы вам покажем этот автомобиль внутри, если Хилти не против. Ну, я думаю, она не против. Вот это, кстати, классная штука. Я купил его домой. Электропылесос очень удобный для того, чтобы пылесосить Теслу. Эта штука очень клевая для того, чтобы тырить колеса с автомобиля. А если у вас вот такая батарея, я думаю, можно целый автопарк стырить по колесам. А это надо, чтобы срезать крыши и делать кабрики. Это я еще не видел. Скорость подачи? Вже зламалося. Покажи, как он должен работать. Просто нажать надо кнопку. Так что, заносим старый инструмент, сдаем утилизацию. Да, заносим старый инструмент, получаем. Я вот люблю вот эту фразу. И получаем новый. Отлюбили и заставили одеть маску. Коронавирус. Так, в общем, мы меняем вот эту кучку на эту кучку, да? Да. Люблю этот момент. Ну это ж как бы эквивалентный обмен, правильно? Да, логично. Да, со скидкой? Да, з доп скидкой. Классно. Покупаем перфораторы и отбойники со скидкой. И получаем буры со скидкой. Боже, это ж секс. Так. А что одну дало-то? Потому что оно сюда пришло. Да? Да. Это полторушки шло. А были времена, когда шло 2. Как вы думаете, зачем вот эта штука? Поставьте видео на паузу и напишите нам ответ, зачем эта штука нужна. Пока ребята загружаются, пошли покажу что. Закрыто. Ладно. В общем, там внутри есть все новое. Стенорезные машины, сверлилки, отбойные молотки. Если вам интересно, напишите в комментарии, мы снимем отдельное видео по машине, укомплектованной демонстрационным оборудованием Хилти. Я расскажу, зачем эта машина нужна. Потому что эта машина нужна. Мелкий инструмент вы можете купить в магазине. Но крупный вы хотите попробовать, пощупать руками на объекте. До того, как заплатить за него денежку. Я машины перепутал. Пошли покажем настоящий. Это фейковая машина. О. Алмазная кисть. А
Да, то, что мы покажем, будет в следующем видео, если понадобится. Это для чего? Это для проникновений глубоких. Что мы постоянно куда-то проникаем. То в сейфы, то в хранилища, то в подвалы, то в окна. Одно сплошное проникновение. Пока я не скупил тут все в очередной раз, пора сваливать. Подписываемся на канал, ставим лайк, пока. Так выглядит сотрудничество в 2020 году. Друзья, короткие выводы. Если вам нужен новый инструмент, вы обращаетесь на Hilti. Если у вас нет постоянной загрузки, вы можете позволить себе купить БУ, но обязательно официальный инструмент, потому что неофициальный у вас будет просто проблема обслужить. Ну а если вы просто раз в 20 лет вешаете картину или заказываете выполнение отверстия под вытяжку, вы знаете, куда обращаться.